Вот такой обалденный ужин я сегодня сделал. Рис жареный с яйцом и весенние роллы на рисовой бумаге. Выглядит аппетитно и обалденно вкусно тоже. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в мою кухню. Время готовить. И сегодня я решил посвятить китайской кухне. У нас семья любит китайскую кухню. Часто мы ходим в китайские рестораны или часто мы заказываем на дом китайскую еду. В первую очередь я решил сделать жареный рис с яйцом. Egg fried rice на английском называется. Для этого вам понадобится уже вареный рис. Так как рис варится, когда сварится, он будет белого цвета, для того, чтобы дать более такой аппетитный цвет, я рис покрасил в желтый цвет при помощи индийской приправы тюмерик. Если у вас этого нет, то можно пользоваться сафроном. А что время больше не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам какую-то идею подкину, потому что это делается очень легко и много времени не занимает. Итак, все, что мне понадобится, у меня есть на столе уже приготовлено. В первую очередь я возьму 5 яиц, можно меньше. Я добавляю на глаз. Сейчас я все это приготовлю, и начнем жарить. Как я сказал, рис у меня уже сваренный для этого. Я не стал концентрировать ваше внимание на приготовлении риса, потому что все знаете, как рис делать. В моем случае я пользуюсь рисоваркой. Так. В яйца сейчас добавлю совсем немножко соли. Для вкуса. Вот так. И собьем вилочкой. Так. Теперь в то же время я сейчас для этого блюда надо зеленый лук свежий. Так как у меня зеленого лука свежего нету, я решил заменить это вот таким красным луком. У нас в Англии красный лук считается, что он очень хорошо идет только для салатов, потому что он очень ароматичный, но я добавляю в еду тоже. И я решил заменить зеленый лук этим красным луком. Сейчас мы это все порежем и тогда начнем жарить. Сразу же еще повторяюсь, я в рис добавлял индийскую приправу тюмерик, чтобы придать такой красивый желтый аппетитный цвет для риса. Если хотите, то можете добавить сафрон, а если вы просто предпочитаете белый рис, то можете просто белый рис делать. Нам в первую очередь надо пережарить лук с чесноком. Я добавляю побольше лука, потому что у нас семья любит лук. И тут же у меня чеснок. Очень медленько сейчас порежу чеснок. Чеснок пойдет жарить в то же время, как и лук. Так, и на этом все нарезки у нас заканчиваются. Итак, я беру мою любимую сковородку, я включаю газ под сковородкой, добавляю подсолнечное масло или растительное масло. Но я предпочитаю подсолнечное масло. И мы добавляем лук с чесноком. Лук и чеснок. Вот так. Сейчас это немножко пережарим и тогда добавим яйца. Как запашок лука с
чесноком пойдет, значит, можно уже будет яйца добавлять. Сейчас немножко еще все это пережарим. А пока это жарится, мы еще вобьем яйца. Поставьте на средний огонь, чтобы это не прогорело, а чтобы немножко прожарилось. Так, лук начинает принимать такой прозрачный цвет, так что в этот момент можно добавить свое яйцо. И пережарить это как следует. Сейчас яйцо немножко пережарит, и мы сюда добавим наш рис. Так, теперь можно сюда добавить рис. Итак, рис я беру с рисоварки, он такой желтоватый цвет, как видите. Вот так. Хорошо. Сейчас все это мы перемешаем с яйцом. Теперь на этом этапе мы сюда добавляем соевый соус. Так. И добавляем белый тертый перец, молотый перец. Так. И я добавляю, можете добавить кубик куриного бульона, а у меня гранулы куриного бульона. Вот так. Сейчас это все перемешаем. Так. И я теперь накрою минут на 5, пускай немножко протушится под крышкой. И поставим на маленький огонь сейчас. Итак, рис у меня хорошо здесь жарится. И теперь на этом этапе я сейчас добавлю сюда кунжутное масло. Вот так. Сейчас я перемешаю это. Накроем крышкой. И пускай потихонечку у нас томится минут 5. Единственное, что я сейчас еще на соль попробую, потому что куриный бульон уже соленый сам по себе. И соевый соус сам по себе соленый. Из этого посмотрим, если надо, для баланса. Получилось обалденно вкусно даже. Но ничего, соли больше не добавлять не будем. Сейчас накрываем. И итак, в первую очередь для наших роллов я сделаю начинку. У меня здесь немножко зеленого лука есть. Сейчас это я быстренько порежу. Сюда добавлю бобы. Также я добавлю вареную грудинку куриную. Вначале начинку сделаем, и потом будем лепить роллы. Все идет в миску. У меня здесь куриная грудинка уже вареная. Для этих роллов специально купил. Сейчас мы порежем меленько и туда в миску кинем. Сразу признаюсь, я делаю это первый раз, эти роллы. Я смотрел на интернете, как делать. И у меня все ингредиенты оказались дома, и я вот решил сделать. Так, теперь это мы отправим все в миску. Так. Здесь у меня бобы, немножечко я немножко их порежу, бобы, и туда в миску все добавлю. Так.
Также у меня здесь пекинская капуста. Сейчас я пару листов отсюда возьму и тоже порежем. Это нам не надо. Сюда. И... Очень хорошо. Так, теперь мы все это отправляем в миску. Сюда мы теперь добавим немного кунжута. Так. И немного кунжутного масла. Так. И как следует все перемешаю. Мешать сейчас буду рукой все. У меня рука чистая. Сейчас мы так все перемешаем, потому что заправлять роллы буду рукой тоже. Вот так. Теперь пускай немножко постоит, а я сейчас приготовлю рисовую бумагу для роллов. Итак, для этих роллов я буду пользоваться этой рисовой бумагой. Сейчас откроем пакет. Так, по инструкции было написано теплую воду на 5 секунд. Да, теперь смотрите, первая бумага у меня вышла, мягкая. Теперь я складываю сюда начинку. Но это первый. Сейчас посмотрим, что дальше получится. В общем, по инструкции, то, что я прочитал, бумага идет в теплую воду на 5 секунд. И тогда уже можно что-то делать с этой бумагой. Вот так ролл получился. И сейчас я сделаю роллы и сложу все это так на тарелочку. И потом это все пережарим. Вот такие роллы у меня получились. 11 штук. Первый немножко неуклюжий, потому что я должен был приловчиться и узнать, как эта бумага рисовая работает. А уже последние пошли лучше. Потому что я уже приловчился, как работать с рисовой бумагой. Так, все это мы должны пережарить. В первую очередь под сковородкой. Сейчас посыпем немного, зальем масла. И чтобы поменьше прыскало, это я с YouTube взял. Немножко посолить тоже надо. Так. И говорят, что это не будет прыскать сильно. И сейчас это нагреется и поставим на средний огонь. И каждый ролл по примерно 5 минут с каждой стороны надо. Ну, сейчас посмотрим. Когда вы складываете на тарелку роллы, смотрите, чтобы они друг к другу не приставали, потому что рисовая бумага очень липкой становится. Так, обжарим с каждой стороны по 5 минут. Итак, роллы у нас пора поворачивать. 5 минут с одной стороны, посмотрите. О, один развалился. Этот самый первый, который у меня был очень неуклюже получался. Ну, не без этого. Как я вам сказал, это я первый раз делаю роллы. И теперь с другой стороны мы пережарим. Только смотрите, чтобы они друг к другу не приставали. Иначе они прилипнут. Итак, мои роллы здесь жарились 5 минут на этой стороне. Сейчас я это поломанный вытащу первый. Вот. Вот так. И следующую партию теперь мы сделаем таким же образом.
Так что встретимся теперь, когда я все это сделаю. Итак, роллы я сегодня сделал, посмотрите. Конечно, некоторые неудачные получились. Ну, до первого раза я считаю, что хорошо, потому что некоторые очень хорошо получились, даже не сломались. Теперь сейчас мы продолжим делать с рисом, и там можно уже накрывать все на стол. Сюда в рис я сейчас теперь добавлю немножко овощей. Дадим какой... Из овощей я сюда добавлю немножко такой горох, и немножко цвет дадим нашему рису. Вот так. Сейчас это все пережарится, и будет нормально. Рис получился хороший, рассыпчатый. Так что сейчас все это помешали. И теперь я накрою, и пускай потихонечку минут 5 доходит вместе с овощами. Такой результат получился. Конечно, роллы я делал первый раз в жизни эти, на рисовой бумаге. Ну, чему-то, наверное, научился. И единственное, что я вам скажу, что вы, когда лепите роллы, вместе их не складывайте, потому что рисовая бумага, она прилепляется друг к другу, и роллы некоторые просто рвутся. А так получилось обалденно вкусно все. Итак, с вами я поделился еще одной идеей для прекрасного ужина. Китайская кухня. Сегодня я сделал наш любимый жареный рис с яйцом. Это обалденно вкусно. Делаю уже не впервые. И в конце я добавил немножко замороженных овощей, чтобы дал какую-то краску нашему рису. И к этому добавок я еще сделал весенние роллы на рисовой бумаге. Эти роллы я делал впервые. Никогда я их не делал, и впервые я пользовался рисовой бумагой, так что там у меня были ошибки, на ошибках я учился. Но в конце концов что-то у меня получилось. Единственное, что мой совет, если будете делать тоже впервые, не ложите друг другу рисовые роллы, потому что рисовая бумага прилепляется, и когда вы отделяете, роллы ваши просто будут рваться. Но это моя ошибка, я чему-то научился сегодня тоже. А на этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите друг друга, не болейте. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.